Добрый день, дорогие друзья! Долго я собирался с мыслями, как рассказать вам о том, как именно выбирать кроссовки. И в принципе с моего прошлого видео о покупке вещей для бега мало чего поменялось. Сразу предупрежу, что это видео не для бегунов, которые даже стельки себе под заказ по 100 баксов покупают, а для тех, кто покупает кроссы для бега впервые или уже покупал, но неудачно. Ну начнем. Краткий ликбез. Для начала вам необходимо узнать свою пронацию, для этого берем лист бумаги, набачиваем стопу водой, вставим на лист и смотрим, что у нас вышло. Основные виды пронации, как вы знаете, всего 3, и один из них именно ваш. Дальше берем еще один лист и измеряем размер стопы в миллиметрах. Измерили, теперь вы знаете практически все. Желательно еще знать форму стопы и объем, но с этим вы разберетесь по ходу. Для справки, бегать можно и босиком, главное бегать. Только не забывайте, что у нас очень мало пляжей для босых перемещений на большие расстояния и довольно суровый климат. Теперь, друзья, запомните, покупать нужно то, что можно будет носить зимой, весной и летом. Не миллионеры мы, к сожалению. Ну или не все. Если миллионеры, то, наверное, вам все-таки этот канал будет бесполезен. Вот такие кроссовки, как демисезонные, не подойдут. Хотя и Nike. Если вы купите себе подобные кроссовки, похожие на эти, вы сможете бегать и зимой, и летом. И уж тем более весной и осенью. Главное, носок подобрать. Если купите спортивные носки и ваши кроссы будут иметь твердый верх, желательно еще с технологией Cortex, зимой вы сможете бегать свободно. Летом можете надевать тонкие носки. Те, кто боится, что ноги будут потеть, советую не особо беспокоиться. На стиральных машинах не зря есть значок стирки обуви. Ничего, попользуйтесь. Хорошим кроссовкам от стирки ничего не будет. Теперь примерно вы знаете, что вам нужно. Пора выбрать, где покупать. И у вас для этого два пути. Первый — это покупать в интернете. Второй — это покупать в магазинах. И маленькая поправка: обязательно в стоковых магазинах. Что такое сток, кто не знает? Это магазины брендов одежды и обуви, в которые обычные магазины посылают вещи из старых коллекций, те, что они не смогли продать. И мало того, что эти вещи автоматически начинают стоить дешевле, так на них еще бывают и скидки в те же периоды, когда есть сезонные распродажи в обычных брендовых магазинах. Обычно это июнь и декабрь, когда самые большие скидки. Но по моим наблюдениям, конкретно в спортивных стоках типа как Nike, Salomon, Puma, Adidas и Reebok самые выгодные цены в середине сентября. Ладно, конец краткому ликбезу. Первый способ — покупка в интернете. Только для тех, кто знает четкую модель и год выпуска этой модели, а именно артикул, индивидуальный номер и размер той пары кроссовок, которая вам нужна. В этом случае вы выбираете магазин, где эта пара и доставка дешевле в сумме, и смело покупаете. Рекомендую 3 магазина, в которых я не встречал подделок. Это Wildberries, Kanté, Озон. При том, что в Wildberries не обязательно сразу покупать. Можно заказать, померить, если вам не подошло, отказаться. Подробнее о выгоде в интернете расскажу, если это видео наберет хотя бы 500 лайков. Кстати, на канале 3 конкурса: в розыгрыше умные часы Amazfit Bip и фитнес-браслеты Mi Band 3 и Ana Band 3. Условия в описании. Ну а теперь кратко. Как нужно максимально дешево покупать обувь для бега в реальности? Для начала забудьте о рынках и магазинах конфиската, а также секонд-хендах с новым товаром. Мы сейчас делаем так, чтобы у вас не было проблем с коленями, а не бежим за сомнительной халявой. Дальше вы просто обязаны себя настроить на то, что внешний вид, цвет и бренд не будут иметь для вас значения, только ваши ощущения. Вот мой яркий пример. Я в торговом центре Румба в Санкт-Петербурге. Здесь есть несколько стоковых магазинов. Шел купить кроссы для бега и планировал сделать это в стоке New Balance. Но мне не понравилась подошва ни у одной из моделей, и я пошел мерить в другие магазины. В сумме я перемерил пар 40 кроссовок, при том, что в огромнейшем Adidas беговых кроссов было, внимание, всего одна пара, и у той не было моего размера. Не верьте продавцам, эти спортивные бренды давно перестали быть чисто спортивными и уже очень долгое время находятся в категории мода, а не спорт. В Рибоках для бега было много удачных женских моделей. С мужскими, по моему мнению, была беда. Слишком у них они простенькие и топорные. В найковом стоке нормальных брендовых кроссовок было всего 2 модели. И как ни печально это признавать, их гениальный срез на подошве бесит меня просто безумно. Стоять в них невозможно, постоянно ощущается какой-то дискомфорт. Исключительно поэтому я их не стал покупать. Даже цена в 5600 рублей меня бы не остановила. Хотя я планировал уложиться в 4000 рублей. Бегать в них очень удобно. После Nike отмечу Puma, в которой было раскуплено все, кроме одной милой простенькой пары беговой обуви за 2700 рублей, которая мне понравилась,
хоть и показалась достаточно скромной. Я люблю более сильную фиксацию пятки, чем в этих кроссовках. Плюс у них не было на верхе кортекса, и носок был мягким. В магазине 24 Play была великолепная коллекция кроссовок Asics по крайне вкусным ценам. Все было до 5000 рублей. Но Asics Nus для коротких скоростных дистанций у меня уже есть, и после них у меня болят колени. Поэтому здесь после примерки пары моделей я понял, что у них ничего под себя не найду. Данная марка очень сильно заточена под различные виды спорта с компенсацией травм стопы или лишнего веса. Ни того, ни другого у меня пока нет. Поэтому я пошел дальше и с тихой грустью попал в свой пусть и любимый, но довольно обыденный сток Соломона. Здесь мне попытались впихнуть кроссы с сеткой, которая через полгода бы порвалась. И после очень долгих примерок я попал на вот эту пару кроссовок с очень сильной фиксацией стопы. Цепкой резиной, мягкой как перина, стелькой и подошвой. Идеальные комфортные ощущения. Прорезиненный носок, пропитка сверху так, чтобы не попадала влага, подошва не скользит. Протектор у Соломонов обычно вообще вечный. Здесь, как всегда, вырви глаз красный цвет. Не лучшие шнурки, но колодка по форме моей стопы. И как только я ходил, я захотел бежать. Поверьте, что это самое главное. А еще я отдал 3300 рублей за Соломон. Оригинал, 70% скидки. Тестил эти кроссы безбожно. Стадион, бездорожье, асфальт. Везде ощущение одно. Бежишь как по подушкам, но вокруг что-то держит стопу. Хоть мне поддержка стопы и не нужна, но оказалось почему-то очень комфортно и приятно. Несмотря на то, что кроссовки медленные, сегодня я в них пробежал на стадионе 400 метров спокойно за 58 секунд. Не на пределе, легко и комфортно. Не в полную силу 3 километра пробежал неделю назад по мокрому стадиону за 10 минут 48 секунд. И при том, что ноги реально не устали. Даже стопы не сводило. Что для меня довольно странно, если бежишь среднюю дистанцию, при этом все-таки стараешься. Это не реклама. Считаю Соломоны самой медленной обувью из тех, что я знаю. Самые быстрые кроссы, по моему мнению, исключая любые виды шиповок, это Адики, дальше Nike, после них Asics, потом New Balance, Mizuno и в самом конце Соломоны. Помните, что для быстрого бега вы должны ставить стопы параллельно друг другу и на одной линии. Корпус нагибать максимум 5 градусов вперед, руки ходить должны вдоль корпуса, кисти как будто держат маленькие теннисные мячи, но в то же время они расслаблены. Что со мной приключилось после покупки в Соломонах кроссов в цену в 2 раза меньшую, чем я планировал? Все просто. Девушка на кассе предложила мне куртку антивид с ужасной зеленой расцветкой за, внимание, 1500 рублей. Стоила она 9000. Рядом 2 другие расцветки той же модели были по 4700 рублей. И я не устоял. Моя первая куртка в сборке в кулак появилась в моем гардеробе. И все-таки магазин Соломон меня не отпустил. Разговорившись с продавцом, из-за спины кассира выплыла сумка для бега за 400 рублей вместе с бутылкой. Я обожаю Соломон на скидках. Да, я покупал у них зимние кроссы с шипами за 7000 рублей. Когда они, кстати, стоили 13. Зимние пересеченки с российским триколором за 3500. И теперь эти полумарафонки для таких улиток, как я. Сказать, что я по этой причине счастлив, это ничего не сказать. На этом конкретно моя эпопея покупки кросс не закончилась. Очень мне хотелось что-то мягкое и комфортное, чтобы потом в них еще гулять можно было, пешком ходить. Хотя раньше я в кроссовках пешком не ходил, только в кедах. И здесь мне помог магазин Under Armour. Обычный франчайзинговый магазин. В нем я померил просто все мужские модели кроссовок, которые были, кстати, на распродаже. И когда я уже собирался покупать самые удобные, абсолютно нефункциональные белые кроссы, мой взгляд упал на эти бордовые скороходы. Вот они как раз, даже по сравнению с Соломонами, как перина. Подошва с верхней частью однотонная. Не буду их нахваливать, верх мягкий, как на найках для спортзала, который я в начале видео вам показывал. Но мне они очень подошли под бег. Для того, чтобы даже не тренироваться, а просто жирок сгонять, мне кажется, они идеальны. И гулять в них удобно. Подытожить могу только так. Ваши ноги – ваше счастье. Правильно ставить стопу не самое важное. Главное бегать по стадиону, земле, песку. Не иметь лишнего веса. Если у вас большой лишний вес, то есть серьезные стадии ожирения, ходите пешком, ходите быстро. На высоком пульсе 140-150. Скинете пару десятков лишних килограммов, почувствуете, что уже можете бежать, и тогда бегите. Ваш опорно-двигательный аппарат – это все. Помните, что самое важное – это не внешний вид, это здоровье. И на нем экономить нельзя. Вы обязаны купить
купить себе достойную обувь с качественной амортизацией, чтобы она вам была безумно просто удобна. Делать заминку и разминку перед и после каждой тренировки. Стараться бегать не меньше или двигаться на 140 ударах в минуту не меньше 40 минут в день. Не курить, не пить и правильно питаться. И я имею право об этом говорить. Ровно 9 лет я не пью и не курю. И это мой выбор. С этими ценами на алкоголь и сигареты нужно получать не меньше 200 штук в месяц, чтобы не беспокоиться о здоровье и не пить сивуху. Один раз купив достойную обувь, вы не будете знать проблем как любитель как минимум 2 года, а скорее всего и все 5. Для скорости советую купить вам Asics Snooze любого года. Или если есть любые шиповки. У Адиков и New Balance есть волшебные скоростные кроссы, но рассчитаны они максимум на 3 забега. Дальше их протектору придет конец. Все скоростные полумарафонки являются одноразовыми. И помните, что они рассчитаны на вес спортсмена до 60 кг. Точно не подходят для тренировок. Спасибо, что посмотрели. Следующее видео по этой теме я сниму, как правильно, по моему мнению, тренироваться любителю и не нанести себе вред. Напомню, что на канале конкурс «Умные часы Amazfit Bip» розыгрыша 30 сентября, фитнес-браслеты Ana Band 3 и Mi Band 3 в розыгрыше 15 и 30 октября. Спрашивайте в комментах, что интересно. Моя жизнь — это просто череда проигрышей и борьбы с бетонными стенами. Что в спорте, что в технике я бьюсь постоянно, долго и упорно, чтобы достигнуть результата или чтобы разобраться. Советуйте, о чем сделать видео, мне будет очень интересно, я его обязательно рано или поздно сделаю. На канале мата нет. Желаете поматиться, пишите в ВК или Facebook. Спасибо за внимание и удачи вам, дорогие друзья. Не забудьте подписаться, если понравилось.